Так, и как мы поймем, что все уже началось? Мы уже готовы, Виталий Михайлович. А когда все, да, можно начинать? Можно начинать, мы транслируем, слушатели собрались, у нас Отлично, 99 отлично. Я участников. просто не понял, что уже этот момент настал. Тогда не будем тянуть время. И прежде чем начать, я хочу обратиться ко всем, кто собрался на нашу лекцию. Во-первых, просьба: следите за вашими микрофонами, чтобы они оставались выключенными в течение лекции. У вас потом, я надеюсь, будет возможность задать ваши вопросы. И кроме того, профессор Митчелл Стефенс просил вас включить ваши камеры, потому что ему очень хочется видеть аудиторию, с кем именно он общается в данный момент. Ну и теперь я хочу непосредственно сказать несколько слов о личности нашего сегодняшнего лектора. Сразу хочу сказать, я рад, что у меня есть возможность представить вам старого друга нашего факультета, профессора Нью-Йоркского университета Митчелла Стефенса, который не раз бывал в Ростове-на-Дону, причем первый раз он посетил Ростов еще в 1994 году. Как вы понимаете, это было очень непростое время для нашей страны, и требовалась несомненная доля смелости для того, чтобы не только приехать сюда самому, но и привести семью. В одной из наших бесед профессор Стефенс сказал, что он нетипичный профессор в том отношении, что у него нет PhD, то есть формальной степени доктора наук. Но если это и можно считать недостатком, то он с лихвой компенсируется числом написанных им книг, которые можно поделить на 3 группы. К первой группе я бы отнес практические пособия по журналистике, нацеленные на то, чтобы научить студентов писать и снимать новости. И это, как мне кажется, то, чего нам очень не хватает в наших университетах. Как вы можете видеть, вот эти пособия, написанные профессором Стефенсом, выдержали по нескольку переизданий, что свидетельствует о том, что они являются очень востребованными среди американских студентов. Вторая группа книг, принадлежащих перу Митчелла Стефенса, это всевозможные исследования, посвященные самым различным предметам. От истории атеизма до тех изменений, которые претерпевала журналистика на протяжении 20 и в начале 21 века. Ну и, наконец, в третью отдельную категорию я бы выделил 2 его работы, которые образуют своего рода диптих. Это история новостей, которая представляет собой, на мой взгляд, одну из наиболее обстоятельных попыток написать историю журналистики. И вторая работа – это книга под названием «После новостей», ставящая своей целью проанализировать то, что происходит с американской журналистикой в ту эпоху, которую многие исследователи называют постновостной. Хочу заметить также, что профессора Стефенса можно считать представителем журналистской династии. Его отец был редактором профсоюзной газеты, а один из его сыновей, Сет Стефенс, является автором книги, вошедшей в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс, и одновременно с этим внештатным автором этой газеты. Книга, о которой идет речь, вот она сейчас на ваших экранах, «Все лгут», переведена на русский язык. Она доступна в наших магазинах, книжных магазинах, и, поверьте мне, это достаточно любопытная работа. Однако, чтобы не тратить время, которого у нас не так много, давайте вернемся к теме нашей лекции. Профессор Стефенс согласился осветить для нас один из наиболее интересных эпизодов в новейшей истории американской журналистики.
связанный со взаимоотношениями СМИ США и теперь уже бывшего президента этой страны Дональда Трампа. So, Professor Stephens, now I give you the floor. Thank you. It's wonderful to be speaking to people at this university of which I'm so fond, and it's wonderful to see familiar faces like Professor Vinichenko and Professor Bespalova. Чудесно, что я могу поговорить со студентами, представителями университета, который я так люблю, и приятно увидеть знакомые лица, профессор Винниченко, профессор Беспалова. And I only wish that after my talk, we could all go out for some beer in one of the beautiful parks in Rostov. И мое желание, конечно же, чтобы я был в Ростове, чтобы мы могли побывать после данной лекции в каком-нибудь красивом парке Ростова-на-Дону. All right, I'm going to share my screen now and begin the talk. Can you see my screen? Can everybody see my screen? Я запускаю демонстрацию экрана. Теперь мы можем начать лекцию. Скажите, видите ли вы экран? Можно поднять пальчики вверх. We are going to be talking about this man, and I assume you know who he is. Мы собираемся поговорить об этом человеке. Думаю, что вы знаете, кто это. And his effect upon journalism in the United States. И главное, о его влиянии на журналистику в Соединенных Штатах Америки. Это будет основная тема. Journalism, or American media, before Donald Trump, reported on presidents and other things. It investigated sometimes, and it helped, through such investigations, force one president of the United States to resign, to leave office. Американские СМИ, американские новостные СМИ свободно писали о президентах и до Дональда Трампа, и на самом деле они освещали их жизнь, и даже они привели к тому, что один из президентов был вынужден покинуть свой пост. And journalism in the United States has still been reporting on Obama, on Biden, on the coronavirus, where we've had more deaths than any other country. И до сих пор журналисты в американских СМИ свободно говорят о таких темах, как Барак Обама, Байден, коронавирус и о смертях. И статистика по смертям от коронавируса самая высокая в мире именно в США. And journalism in the United States, of course, like journalism all around the world, has been rearranged, changed by new technologies, including the internet, the World Wide Web, smartphones. И, конечно же, на журналистику, современную журналистику повлияло внедрение новых технологий, интернета, смартфонов. Journalism in the United States has a long tradition of trying or pretending or sometimes succeeding in being balanced, fair. The term that's often used is objective. В американской журналистике существует долгая традиция стараться, притворяться или успешно осуществлять баланс следующих факторов: достоверность, объективность и согласованность фактов. Some of this came from the man who I recently wrote a book about, Lowell Thomas, pictured up here, who
said that as a journalist speaking to a national audience on the radio, he should play it right down the middle. И большую роль в объективности освещения в американских СМИ сыграл человек, о котором я недавно написал книгу, Лоурел Томас, и он сказал, что мы должны достичь какой-то золотой середины. And this tradition was taken up by television journalists like Walter Cronkite and by many newspaper journalists too. Play it right down the middle. Don't favor the left or the right. Try to be balanced, fair in your coverage. И многие журналисты, телеведущие, газетчики тоже приняли эту точку зрения, начали придерживаться этой позиции. Уолтер Кронкайт, которого вы видите, он представитель телевизионного мира, и они тоже говорили о том, что ты не можешь занимать какую-то чрезвычайную позицию, ты не можешь уходить влево, ты не можешь уходить вправо. In American journalism, for a long time, there was seen to be a wall between news coverage in newspapers, where you were supposed to just report the facts. В американской журналистике всегда существовала так называемая стена, по одну сторону которой было освещение новостей, и когда ты освещал новости, ты должен был объективно излагать факты, перечислять факты. And on the other side of that wall was opinion coverage. A couple of pages inside the newspaper, back in the days of newspapers, where where you could have opinion, where columnists would give their opinion, where there would be editorials. И по другую сторону этой стены было мнение, то есть всегда в газете было несколько страниц, пара страниц, посвященная какому-то мнению по вопросу, и обычно этим занимались колумнисты, ведущие рубрики, или это были редакторские статьи. So on one side of that wall, the New York Times could support Hillary Clinton for president of the United States in her election in 2016 against Donald Trump. По одну сторону этой стены находились Нью-Йорк Таймс, которые способствовали, пытались способствовать выбору Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, когда она выступала против Дональда Трампа. But then on the other side of the wall, the New York Times, just days before the election in 2016, could run very damaging news stories attacking, basically criticizing Hillary Clinton. Но по другую сторону стены Нью-Йорк Таймс всего за несколько дней до президентских выборов могли напечатать дискредитирующие материалы, которые напрямую критиковали ее, Хиллари Клинтон. And these very critical news stories about Hillary Clinton, most of which proved to be of no significance, actually might have cost her that election. Might explain why she lost that election. На самом деле эти статьи были очень важными, и, как оказалось, в дальнейшем они не имели под собой никакой основы, но они повлияли на исход выборов, в которых Хиллари Клинтон проиграла. But the New York Times was trying to keep its opinion on one side of the wall, but in its news stories, they were trying to be fair, balanced. So if they were going to criticize Trump sometimes, they also had to criticize Hillary Clinton.
New York Times пытались придержать свое мнение о себе, они придерживались баланса, объективности, они освещали новости, как о Хиллари Клинтон, старались сделать это максимально объективно, и такую же точку зрения они занимали по отношению к Дональду Трампу и освещали его позицию таким же образом. This balance and fairness is not easy. Where, for example, do we place the fulcrum, the midpoint on this seesaw that we're trying to balance? Очень трудно достичь такую позицию баланса и объективности, потому что это похоже на детские качели, когда ты пытаешься уравновесить, и вопрос, куда можно поместить вот тот шарнир, который будет держать эти качели в абсолютном балансе. Should we always have one Republican and one Democrat in this balance? У нас всегда должен присутствовать мнение одного республиканца, одного демократа, когда мы пытаемся достичь этот баланс. Should we have a Republican who opposes Donald Trump? Or should we have a leftist like Glenn Greenwald, who appears regularly on Russia Today, who thinks attacks on Trump echo Cold War anti-Soviet hysteria? Нужно ли включать мнение республиканца, который не согласен с политикой Дональда Трампа и имеет более левую точку зрения на это и считает, что политика Дональда Трампа – это отголоски холодной войны? Таким представителем является Гринволл. How about small parties like the Libertarian or Green Party? Do they need seats on this seesaw too? И что делать с немногочисленными политическими партиями, такими как либералы или зеленые? Нужно ли им предоставить место на этих качелях? And do we need points of view by people of different races than both candidates? A big issue in the United States today. И должны ли мы давать право голоса другим нациям, расам? И, как вы знаете, это сейчас очень актуальный, острый вопрос в Соединенных Штатах Америки. How far out should this seesaw extend? How many different opinions should we seek? И насколько мы можем продлять какой-нибудь конец из этих качелей, сколько мнений должно включаться, когда мы освещаем какую-то статью или какую-то тему? Are all opinions to be weighted equally? The point is that this isn't easy. It gets complicated very quickly. Должны ли эти мнения иметь равный вес? И самый главный вопрос, самая главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это становится очень сложным. Это действительно нелегко. And most news organizations in most countries didn't work so hard for this very difficult to obtain balance, fairness, objectivity as news organizations in the United States did. И многие организации в разных странах сейчас пытаются достичь этого баланса объективности и вообще достичь какой-то достоверности, то, что в принципе происходило раньше в Соединенных Штатах Америки. One way of understanding how difficult it is to look at this article in the New York Times
from 1950. The headline is "Federal Vigilance on Perverts Asked." И мы можем посмотреть на эту статью, и вы поймете, как сложно достичь этого баланса. Это статья из New York Times, опубликована в 1950-х годах. И заголовок этой статьи гласит о том, что федеральные власти призываются к пристальному вниманию к извращенцам. Или по вопросу извращенцев. That is a very, very ugly and disgusting way of referring to gay people. And the implication was that gay people should not be able to serve in the government. И это просто отвратительный способ указывать на тех, кого мы называем гомосексуалисты. И подразумевается в этой статье, что люди с нетрадиционной ориентацией не должны избираться на правительственные должности. But the New York Times that ran this story 70 years ago thought it was being fair because it quoted some senators on one side and some senators on the other side. They thought that was fair and objective. It was not. И Нью-Йорк Таймс, опубликовав эту статью 70 лет назад, считал, что это объективное освещение данной темы, потому что они, с одной стороны, привели цитаты сенаторов, которые придерживались одного мнения, и сенаторов, которые придерживались другого мнения. And there have been similar complaints from African Americans about a kind of objectivity that they don't think has well represented the position and the situation of African Americans in the United States. И такие же жалобы раздавались от афроамериканцев, которые тоже считали, что их позиция не была представлена в должной мере в СМИ, и тоже они не были довольны тем, как освещается их жизнь в масс-медиа. So there are problems with making balance the goal of journalism. The first problem is sometimes the truth itself is unbalanced. Существует несколько проблем, которые связаны с нахождением баланса и достижением этой цели. Первая проблема в том, что иногда сама правда не является вполне объективной. And sometimes what is true is in the eye of the beholder. It is different from different people looking at things, obviously. И, конечно же, следующая проблема связана, что правда варьируется от одного человека к другому, потому что разные люди по-разному смотрят на правдивость данной ситуации. And the third thing is that it's almost impossible to avoid some forms of bias. Иногда совершенно невозможно избежать пристрастного освещения какой-то темы. And the fourth is that there is really no scientific way to measure bias to determine what is biased. Четвертая проблема связана с тем, что возникает вопрос, существует ли какой-то научный способ измерить необъективность, пристрастное отношение к какому-то вопросу. Как это можно определить? So a lot of people have concluded that the absence of bias, that this kind of balance should not be the main goal of journalism. Поэтому многие пришли к выводу, что отсутствие данной объективности не является основной целью журналистики. And that may be the main lesson of our era, of the Trump era, that balance alone is not enough for journalism. И, возможно, это тот урок, который мы усвоили в наше время, во времена Трампа, что абсолютная объективность не является основной целью журналистики.
American journalists have also been moving away from balance for a competitive reason. With the fracturing of the national audience in the United States, thanks to the growth of cable TV and the internet, being out on the far end of this seesaw became the place to be. И сейчас современные журналисты отходят от принципа объективности, потому что существует на это один простое объяснение — конкуренция. Сейчас национальная аудитория разбивается на определенные группы, и объяснение этому очень простое. Повсеместно используется кабельное телевидение, люди используют интернет, и одна сторона вот этих качель разрастается. If there are just 2 or 3 of any news medium, news sound, television networks in a country, then the best place to be competitively is near the middle to attract the largest audience. Если в стране существует всего 2 или 3 компании, новостные компании, которые конкурируют между собой, то, конечно, лучше всего придерживаться какой-то середины. If you're near the middle, like Lowell Thomas or Walter Cronkite, you're not going to be offending anyone. You'll have a large audience available to you. Если ты в таком случае придерживаешься середины, как те журналисты, которых Митчелл упоминал ранее, то таким образом ты никого не обижаешь, и ты имеешь доступ к более широким массам слушателей или читателей. But with more competition, as with newspapers in the United States in the first half of the 20th century, or newspapers in countries like France or England today, the largest audiences can be gathered by appealing to a particular political group. И с нарастающими темпами конкуренции, которые наблюдались в 20 веке в Соединенных Штатах Америки и в таких странах, как Франция и Англия, самый простой способ достучаться до больших аудиторий — это обращаться к какому-то отдельному политическому вопросу. So the Guardian in England and Le Monde in France stick to the left and have long done that and still do that, while the Telegraph and Le Figaro stick to the right. Если газета «Гардиан» в Англии и «Монт» во Франции придерживались левой позиции, то «Телеграф», тоже английская газета, и «Фигаро» всегда придерживались правой позиции. Because there are many newspapers, many national newspapers in France and England, and it's best to distinguish yourself by taking a clear position. В Англии, во Франции существует много национальных газет, и, конечно, если ты хочешь выделиться среди них, ты должен занимать какую-то определенную, очень четко выраженную позицию. So with the fracturing of the national audience in the United States, thanks to the growth of cable television and the internet, this started to happen in the United States. Такая же ситуация начала разворачиваться в Соединенных Штатах Америки из-за развития кабельного телевидения, распространения интернета, то есть национальная аудитория начала распадаться на определенные группы. So Fox News Channel in the United States gives news from a right-wing perspective, and MSNBC, another cable news channel, gives news from a left-wing perspective.
И мы можем сказать, что Fox News представляет правое крыло, в то время как такие кабельные компании, как MSNBC, представляют левое крыло. But there's still a large group of important, serious news media, like the New York Times, the Washington Post, that were trying to play it right down the middle, that are still trying to be balanced. Ну, существуют такие центральные новостные гиганты, как Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, которые все еще стараются придерживаться золотой середины, достичь этого баланса. But then Donald Trump arrived, and there were a lot of things that were different about Donald Trump. Потом наступает эра Дональда Трампа, и все меняется, потому что Дональд Трамп ведет себя совершенно по-другому. First of all, he told a lot of lies, many, many more lies than any previous American president has been caught in. И прежде всего Дональд Трамп — это тот президент, который обманывал больше, чем какой-то другой президент, и его ловили на этом больше, чем какого-то другого президента в истории США. The lie I'm showing here is an accusation that the concept of global warming was invented by the Chinese in order to weaken the United States. Ridiculous. И вы видите на экране одно из таких неправомерных обвинений. Он говорит о том, что глобальное потепление было создано китайцами и для того, чтобы ослабить экономику Соединенных Штатов Америки. One of the first effects of Donald Trump on American journalism was to encourage a lot of news organizations to hire people just to check facts, fact checkers. Одно из первых воздействий Дональда Трампа на ландшафт американской журналистики был такой интересный факт, что многим новостным организациям пришлось нанимать отдельных людей для того, чтобы они просто проверяли факты. The journalist who wrote this, Daniel Dale, started on a newspaper in Canada, the Toronto Star, but he was so good at checking facts on Donald Trump that CNN hired him. И вы видите отсылку к журналисту Дэниелу Дейлу. Он работал вначале в Канаде, в газете Торонто Стар, но он так хорошо выполнял свою работу и проверял факты, что CNN предложила ему вакансию. So, CNN, one of the most important networks in the United States, listed 15 lies. I've written down 6 of them here. CNN, самая большая корпорация, выявила 15 неправдивых вещей, которые Дональд Трамп когда-нибудь сказал в качестве президента. Я выделил здесь 6. I should note that this is 15 out of thousands of lies that President Trump was caught saying. Я должен подчеркнуть, что это всего лишь 15 из сотни обманов, которые Дональд Трамп совершал во время своего срока, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, и его ловили на этом обмане. Let's do them quickly, one at a time. The first lie in here is he claimed it did not rain on his inauguration day when he became president. It did rain.
Одна из самых показательных историй, которые соврал Дональд Трамп, это то, что не было дождя в день его инаугурации, но на самом деле дождь во время его инаугурации шел. He claimed that the coronavirus was under control at many times in the United States. As I said, the coronavirus killed more people in the United States than anywhere else in any other country. Он много раз заявлял о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, но, как я уже сказал ранее, данная пандемия повлекла за собой больше смертей в Соединенных Штатах Америки, чем в какой-либо другой стране мира. I'll skip ahead to this one. Trump claimed that the state of Michigan in the United States had declared that he was Man of the Year, a big honor. This did not happen. Я опущу следующие две и перейду сразу к своей любимой лжи. Дональд Трамп заявлял, что он стал человеком года в штате Мичиган и таким важным человеком, но этого никогда не происходило. And perhaps his biggest lie is also his most recent lie, just months ago, was that he had won the presidential election against Joe Biden, even though he lost. And there was no evidence that the election was stolen from him. И самая большая и самая недавняя ложь – это то, что он выиграл выборы против Джона Байдена. Он заявлял, что эти результаты выборов были фальсифицированы, но свидетельств этому до сих пор нет. Lies are a very dangerous thing when they come from the mouth of a political leader. Ложь – это очень опасная вещь, когда она исходит от политического лидера. Political leaders who lie all the time do it not just because the lies support their position, but because the lies make people believe that there is no truth, that everybody lies. И вся проблема заключается в том, что когда политические лидеры лгут, особенно так часто, то они лгут не для того, чтобы поддержать собственную политическую линию и свою позицию. Они лгут, чтобы показать, что правды не существует и все лгут. It took a long time before the New York Times and other older newspapers and broadcast networks could even use the word lie for things Donald Trump had said. У многих изданий, New York Times и других старых изданий Соединенных Штатов Америки ушло много времени, чтобы начать использовать слово ложь по отношению к тому, что говорил Дональд Трамп. This was one of the first times that the New York Times used the word lie in the newspaper. After many, many lies Donald Trump had told, they finally used the word lie. Вы видите на экране первое упоминание о лжи, которую Дональд Трамп использовал, хотя до этого он лгал не единожды. This was a lie that Barack Obama, the previous president of the United States, had not been born in the United States. Born in the United States. Это была ложь о предыдущем президенте Барак Обаме, и она заключалась в том, что Дональд Трамп утверждал, что он не был рожден на территории Соединенных Штатов Америки, что он был рожден за пределами, но это было неправда. So another change in journalism in the United States after Donald Trump
is they started calling a lie a lie. После того, как Дональд Трамп пришел к власти, после его нахождения в должности президента, произошло важное изменение. Газеты начали называть ложь ложью, то есть все начали называть своими именами. We won't bother to translate all this, but this is the editor of the New York Times after Donald Trump had been president for a year and a half, explaining why they were very slow to use the word lie for Donald Trump. И мы не будем полностью приводить цитату, которую вы видите на экране, вы можете ее прочитать. Но это то, что написал редактор Нью-Йорк Таймс после того, как Дональд Трамп находился уже в должности 1,5 года. И в этом отрывке он попытался объяснить, почему ушло столько времени на то, чтобы начать называть слова Дональда Трампа ложью. And it's important to note that they were slow to use the word lie, not because they didn't want to criticize the president. The New York Times and other American journalistic organizations criticize the president all the time. Но интересно заметить, что у них ушло времени много на то, чтобы называть ложь ложью, не потому, что они не хотели критиковать президента. До этого они критиковали других президентов. But they wanted to seem fair and balanced. They didn't want to seem too extreme in their criticism. Они пытались найти и увидеть баланс, объективность в этом вопросе. Они не хотели выражать каких-то экстремистских взглядов. So, because Trump lied so much, we now have a press that is much quicker to point out the falsehoods, the lies of politicians. И именно по причине того, что Трамп очень много лгал, больше, чем другие политики, теперь наша пресса быстрее реагирует на неправду, которую выражают политики с экранов или с страниц газет. So that same fact checker who pointed out all the lies of Donald Trump for CNN is now catching the very few lies that Joseph Biden, the current president of the United States, tells. И тот же журналист, который проверяет факты для CNN, теперь указывает и на те случаи неправды, которых придерживается Байден. Надо сказать, что он не так часто врет, но в то же время все равно эти слова перепроверяются. And there is a danger here in this. Well, if you say Donald Trump lies, you have to say Joseph Biden lies. But what if Donald Trump lies much, much more than Joseph Biden? There's a danger of what we call false equivalence. И существует опасность сравнения этой лжи, которой придерживаются оба президента, потому что, да, Дональд Трамп врал, и Байден врет, но Дональд Трамп врал гораздо больше, чем Байден. И эта опасность называется ложная эквивалентность. Second thing about Trump that changed American media is he liked to fight back strongly against anybody who attacked him and got in his way.
И вторая особенность Дональда Трампа заключается в том, что ему нравилось отвечать тем, кто его резко критиковал когда-либо или кто попадался на его пути, не согласных с ним. This is what bullies do, and sometimes it works. Here he's attacking two Republican politicians, and the results were that they stopped criticizing him. They were afraid to criticize him. И это то, что делают хулиганы, бандиты, и иногда это срабатывало. Вот вы видите на экране пример, когда он нападал на двух республиканцев, которые осмеливались его критиковать, и те перестали делать какие-либо нападки на него. And it also worked to some extent against media companies. This is Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, who went to dinner at the White House, wanted to be friends with Donald Trump because he didn't want Donald Trump to go after Facebook. И в какой-то мере это срабатывало и на новостных организациях. Вы видите Марка Цукерберга на экране, и он однажды обедал с Трампом, потому что он не хотел, чтобы Facebook подпадал под нападки Дональда Трампа и каким-то гонениям подвергался с его стороны. But after Donald Trump lost the last election, Facebook banned him from Facebook. И когда Дональд Трамп проиграл выборы, Facebook удалил видео с его интервью и вообще, в принципе, запретил доступ использования данной платформы. Once Trump was defeated, it became easier to attack him. Когда Дональд Трамп проиграл, стало гораздо легче каким-то образом реагировать на него и подвергать нападкам. But again, I want to be clear, Trump was regularly attacked on television, in newspapers, and podcasts across the United States while he was still president. Я хотела бы подчеркнуть все же, что когда он был президентом США, когда он все еще был президентом США, все равно его критиковали по всей стране, на телевидении, в газетах, во всех СМИ. Another thing that Trump did while president, and before that and after that, was he demonstrated no particular sympathy with the mechanisms of democracy, including a free press and fair elections. И важно подчеркнуть, что Дональд Трамп вообще не выказывал никакого уважения к механизмам демократическим, то есть он не заботился о свободе прессы, его не заботило право на честные выборы. And the United States takes very seriously the institutions of democracy. They are not perfect, certainly, but we take them very seriously, and especially with the problems former democracies are having around the world nowadays. This was very upsetting to people in the United States. И нужно сказать, что мы, американцы, очень серьезно относимся к институту демократии. Конечно же, он не идеален, но все же мы воспринимаем все очень серьезно. И даже то, что происходит с этим институтом за пределами США. То есть это все очень расстраивает.
here he's attacking freedom of the press, which is one of the basic principles upon which the United States was founded. И в этом посте он резко критикует, нападает на свободу прессы, и свобода прессы – это тот базовый принцип, на котором зиждется демократия в Соединенных Штатах Америки. George Washington, the first president of the United States, was wildly, viciously attacked in some newspapers while he was president. Когда Джордж Вашингтон был президентом, он часто подвергался довольно суровой критике в газетах. Every president was attacked. Abraham Lincoln, the greatest president of the United States, was attacked as much as anyone. Каждый президент подвергался такой критике, даже Абрахам Линкольн, который считается самым великим президентом, не был исключением, и его тоже критиковали журналисты. Barack Obama was attacked. Барак Обама тоже подвергался критике. Of course. Безусловно. And the issue is not, as Trump writes here, whether criticism is true or false. Most of the criticism of him was true. The criticism is whether the press has the right to criticize. I mean, the issue is whether the press has the right to criticize. Проблема не в том, что Дональд Трамп заявлял, что все эти нападки лживы. На самом деле они, конечно, не были лживыми, в большинстве случаев они были правдивыми. Тут дело совершенно в другом. И здесь нужно говорить о том, что пресса имеет право критиковать и подвергать президента нападкам. This was a really frightening wording that Trump has used many times, calling the media the enemy of the people. И вот здесь вы видите формулировку, которую Дональд Трамп использовал очень часто по отношению к СМИ. И это на самом деле страшная формулировка, потому что Дональд Трамп называл СМИ врагом нации, врагом народа. И он действительно имел это в виду. Trump just didn't accept the basic principle in the First Amendment to the Constitution of the United States that the press should have freedom even to criticize the president. Дональд Трамп совершенно не принимал то, что было указано в первой поправке Конституции, то есть право на свободу прессы и право прессы критиковать президента за его действия. And then he refused to accept the results of a fair election. И в конечном итоге он отказался принимать результаты честных выборов. But by then, the press was very sharp in its criticism. Но к этому моменту пресса уже яростно критиковала Дональда Трампа. Even the New York Times was freely using the word lie when talking about Trump's arguments against the election. И даже Нью-Йорк Таймс свободно использовали слово «ложь», когда говорили о аргументах Дональда Трампа, согласно которым выборы были фальсифицированы. I don't think we should translate these long paragraphs from my colleague, Jay Rosen, on the journalism faculty at NYU. But he said that Trump's attempts to call the election fraudulent, to throw out the results of the presidential election, were a great test for journalists as to whether they were willing to fight for democracy.
Мы не будем переводить все, что вы видите на экране. Довольно длинный отрывок, который написал один из коллег Митчелла, журналист с факультета журналистики. И в этом отрывке говорится о том, что попытки Дональда Трампа назвать выборы фальсифицированными и призвать пересмотреть результаты было каким-то испытанием для журналистов, и это испытание сводилось к тому, готовы ли они бороться за свободу прессы или нет. Jay Rosen's idea is that journalists have to be willing to be biased in favor of democracy. Основная идея Роуз заключалась в том, что журналисты должны проявлять готовность быть пристрастными, когда дело касается защиты демократических свобод. And he was cheered by the extent to which journalists did, in the end, take on Donald Trump and his lies about the election being stolen. И на самом деле эта идея получила одобрение у очень многих, особенно учитывая все, что произошло после выборов и действия Дональда Трампа, которые последовали после того, как он проиграл выборы. And Jay writes here, we can lose this thing if we don't learn how to defend it. And what he's talking about is American democracy. We can lose it if we don't learn how to defend it. Вы можете увидеть, что Роуз пишет, что мы можем потерять это, если мы не научимся защищать свои права. И в этом предложении он имеет в виду под этим и как раз демократию. То есть мы потеряем демократию, если мы не научимся бороться за нее. So another effect of Donald Trump on the press in America is that journalists did see that they have to defend democracy. И еще одно влияние Дональда Трампа на журналистику заключается в том, что сами журналисты поняли, что им необходимо защищать демократию, бороться за нее. Although the fact that Trump had lost the election and lost power may have made it a little easier for them to take on Trump after the election as strongly as they did. Тот факт, что Дональд Трамп проиграл выборы, конечно же, облегчил эту задачу, потому что после этого проигрыша они могли свободно критиковать Дональда Трампа и так достаточно жестко критиковать его. And in a very controversial move, Twitter, as well as Facebook, permanently suspended Donald Trump. So we can no longer see all of Donald Trump's crazy, wild, often untrue tweets on Twitter. И за этим всем последовал довольно противоречивый ход, совершенный Твиттером. Твиттер удалил аккаунт Трампа в своей сети. И теперь мы не можем читать сообщения Дональда Трампа, посты Дональда Трампа, которые по большому счету являются бредом сумасшедшего, они очень жесткие, и в большинстве случаев они не являются правдивыми. This was a controversial move. Some people are starting to question Twitter's decision in suspending Donald Trump. I think it's probably a bad idea. And Senator Bernie Sanders of the left has said he thinks this was going too far.
Как уже было сказано ранее, это достаточно противоречивое решение, потому что многие начали задавать вопросы о правомерности данного решения. Я считаю, что да, это не совсем разумное решение. Берни Сендерс, сенатор, сказал, что это заходит слишком далеко. Это слишком экстремальный подход. I mean, those of us who believe in freedom of speech and freedom of the press believe that all points of view should be heard. And if somebody says something that's not true, well, then somebody should correct that. It makes me nervous that even somebody who says such wild things as Donald Trump can now not be heard as clearly. И защитники свободы слова говорят о том, что все имеют право высказать свою точку зрения, и эта точка зрения может быть услышана, даже если она неправильна. И поэтому это заставляет меня лично нервничать, потому что сейчас мы не слышим то, что хочет сказать Дональд Трамп, пусть это даже и неправдиво. And the fact that two huge corporations led by very, very rich men and a couple of women are making decisions on who should be heard also has people who believe in free speech and freedom of the press a little worried. И защитников свободы слова, конечно, заставляет понервничать тот факт, что две огромные корпорации, которые возглавляют важные, очень богатые мужчины, несколько женщин, решают, кого мы можем услышать, кто может выражать свое мнение. This is a question people around the world are going to have to be thinking out in coming years. Как раз об этом многие по всему миру начинают задумываться, и этот вопрос, который будет обсуждаться еще какое-то время. So, to conclude, Donald Trump represented a significant threat to freedom of the press and democracy in the United States. И теперь, подводя итоги, я хотел бы сказать, что Дональд Трамп, конечно же, представлял существенную угрозу свободе прессы и демократии в Соединенных Штатах Америки. The news media and the tradition of free press is strong in this country, mostly withstood the challenge, but not without some setbacks. И новостные СМИ, в которых сильна традиция свободы слова, конечно же, в большинстве случаев выстояли этот вызов, но все равно не без определенных последствий и не без определенных недостатков. But the news media have changed, in part from their struggle with Trump. They seem less concerned with balance and more concerned with truth, less concerned with simply stating facts and more concerned with analyzing. Мы можем сказать, что новостные СМИ действительно изменились, и частично благодаря их борьбе с Дональдом Трампом. Сейчас кажется, что новостные СМИ меньше заботятся о балансе объективности и больше озабочены тем, чтобы освещать правду. Они меньше сосредоточены на том, чтобы просто перечислять факты, и стараются больше анализировать ситуацию. And one more thing. There was a sense in which Donald Trump was very good for journalism in the United States because he created huge amounts of news. He was very newsworthy.
И есть один положительный момент президентства Дональда Трампа. То, что он умел делать действительно хорошо. Он мог создавать новости, и действительно с новостной точки зрения он был интересным персонажем. The New York Times, which had been struggling financially, is now in great shape and hiring hundreds of new reporters. Нью-Йорк Таймс до этого имел финансовые проблемы, но сейчас они могут позволить себе нанимать новых журналистов, репортеров. Same with the Washington Post, our other great newspaper, and the same with CNN. Та же ситуация наблюдается и в Washington Post, замечательная газета, и CNN. And Trump's leaving the presidency and to some extent disappearing from the news a little bit has significantly decreased the audience for news in the United States. И надо сказать, что после ухода президента Трампа с своего поста в какой-то степени сократилось количество новостных поводов, повестка сократилась. Trump predicted that news ratings would tank if I'm not there. He wasn't wrong. This is from the Washington Post recently. Недавно Washington Post опубликовал следующее предсказание, которое сделал Дональд Трамп. Он утверждал, что рейтинги новостных программ резко упадут, если он уйдет с поста президента. И как раз-то здесь он совершенно не ошибся. Just from January to February of this year, the Washington Post saw its visitors to its website drop by 25%. Только с января по февраль этого года сократилось посещение сайта на 26%. The New York Times, it dropped by 17%. И ситуация с New York Times тоже похожая, потому что New York Times потерял 17% по сравнению с аудиторией, которая наблюдалась у них в январе. And CNN has lost almost half of its audience now that Donald Trump isn't around. И после ухода Дональда Трампа CNN потеряла почти половину своей аудитории. This is not because people that read the Washington Post or the New York Times or watch CNN love Donald Trump. The opposite is true. Не потому, что люди, работающие на New York Times, CNN или Washington Post, любят Дональда Трампа, скорее наоборот. But Donald Trump gave them a reason. He gave me a reason. I'm not a fan of Donald Trump, as you could see. It gave me a reason to check the news every morning to see what terrible thing he'd done that morning. Но Дональд Трамп как раз-таки дал им повод. Он служил той причиной, по которой люди и компании проверяли новости. Митчелл сам проверял новости, чтобы посмотреть, что еще Дональд Трамп натворил за это время. And this new president we have, Joseph Biden, everybody says is boring. Все говорят о том, что новый президент очень скучный. And my friends then say, we love it that he's boring. И мой друг Дэн говорит, да мне нравится, что он скучный. But being boring means we have more time to read novels. We have more time to watch movies. We have more time to pay attention to other things. We don't have to follow journalism and the news as much as we used to.
Скука, которая ассоциируется с политической сценой, это то, что нас заставляет читать романы, смотреть фильмы, а не просто следовать, а не просто проверять новостные заголовки и пытаясь понять, что происходит. So that's the final effect of Donald Trump on journalism in the United States. Как раз то самое окончательное влияние, которое Дональд Трамп оказал на американскую журналистику. Perhaps we have some time for questions or comments. Возможно, у нас сейчас как раз-таки есть время на то, чтобы послушать и ответить на вопросы. Возможно, у вас есть какие-то замечания по этой теме. I guess we have some questions in chat. Mitch, can you see them? Yeah, hold on a sec. Yeah, sure. I see a question here. What do you think about the fact that some media, I guess that was MSNBC, turned off the broadcast when Trump said that the results of election need to be rechecked and he has not lost it yet? That's not true. They didn't turn it off. They discussed it. Это неправда. То есть вопрос заключается в том, что Митчелл думает о том, что думает по поводу того, что компания отключила трансляцию, когда Трамп заявил, что результаты выборов фальсифицированы и требуют пересмотра. Митчелл говорит, что не отключила, это неправда, они это обсуждали. I mean, they may not have carried every word every one of Trump's people said, but they you did see some of that, certainly. Они не приводили каждое слово тех людей, которые работали в команде Трампа, но что-то появлялось, что-то они цитировали. This is a good question. A couple of years ago, Boris Akunin, a Russian writer, mentioned that one of the important reasons for President Trump's success was his ability to talk to ordinary people, a man in the street, better than the mainstream media could do it. Will you agree with such an assessment? Yes, I think there's something to that. Shall I translate first, okay? Несколько лет назад Борис Акунин, русский писатель, упомянул, что одна из важных причин того, что Дональд Трамп является таким успешным президентом, заключается в его способности разговаривать с обычными людьми, с человеком на улице, и он это умел делать лучше, чем любые официальные СМИ. Согласны ли вы с такой оценкой ситуации? I'm sorry, I have translated the question. Yes, thank you. That's a good point. I think Trump was a good communicator, and some politicians sound so phony, sound so unreal. He seemed less phony than most politicians. Да, это интересная точка зрения, потому что действительно он умел общаться с людьми. Многие политики кажутся чудаковатыми, они кажутся оторванными от народа, нереалистичными, а Дональд Трамп, он был менее чудаковатым и, конечно, обращенным к народу. Trump has often criticized the American media and called most of them fake newsmakers, as you said. How do you think which media were part of the political provocation during the last presidential election? Would you tell that CNN and MSNBC are enemies of the US people? I work on my thesis, and that's directly connected to the question. Thank you.
Трамп часто критиковал американские СМИ, называл их подделками, которые публикуют неправильные новости. Это вы сами сказали. Что вы думаете по поводу СМИ как части той политической провокации во время последних президентских выборов? Вы бы сказали, что такие компании, как CNN, MSNBS, действительно являются врагами народа в Соединенных Штатах Америки. Я сейчас работаю над своей диссертацией. Это как раз напрямую соотносится с темой. CNN and MSNBC were both critical of Donald Trump during the last election. Fox News was very supportive of Donald Trump and didn't air some of the criticism. Did CNN and MSNBC occasionally go too far? That might be true. Did Fox News go too far in its support of Donald Trump? Yes, they did sometimes, certainly. But were they the enemy of the US people? No. I mean, were the newspapers that criticized George Washington the enemies of the American people? That's what happens with a free press. You're going to get very strong criticism and you're going to get very strong support for various politicians. I think some news organs, I would count the New York Times and the Washington Post and the broadcast networks, CBS, NBC, and ABC. I think we're more balanced in that. Я могу сказать, что CNN, MSNBC, конечно, выражали очень критическое отношение во время предвыборной кампании. С другой стороны, Fox News выражали полную поддержку. Иногда CNN и MSNBC заходили слишком далеко в своей критике, точно так же, как Fox News часто заходили слишком далеко, стараясь поддержать Дональда Трампа. И вопрос о том, являются ли они врагами, не совсем правомерен, потому что Джордж Вашингтон тоже подвергался критике. Это то, что приходит со свободой слова, то есть ты получаешь и жесткую критику, но с другой стороны ты можешь получить и какую-то поддержку. И существует ряд компаний, которые стараются соблюсти баланс, объективность в этом вопросе. And my last question, would you tell us that American journalism is an opinion journalism? И последний мой вопрос. Сказали бы ли вы, что американская журналистика – это журналистика, которая основывается больше на выражении мнений? Well, there's always been some opinion in American journalism. As I said, it was often separated, sometimes separated from just news reporting. But I think there's no doubt there's more opinion in American journalism now than there used to be. And some of this has to do with Trump's presidency. Ну, как я уже и говорил, что в СМИ часто выражается мнение, но раньше, конечно же, и сейчас журналисты пытались отделить мнение от простого изложения фактов. Но в настоящее время, конечно, в материалах больше присутствует вот этот компонент мнения, чем раньше. И это произошло во многом благодаря ситуации с Дональдом Трампом. This question, as for me, Trump is more a victim than an attacker. Maybe because I live in Russia, not the USA. You said a lot about democracy, about Trump's lies. There is freedom of speech in the USA, but there is a question. Why was Trump blocked on Twitter? The media also often lie for the hype. I don't think that someone is right here.
Мгм. То есть для меня Трамп больше жертва, чем атакующий. Возможно, это объясняется тем, что я живу в России, а не в США. Вы говорили много о демократии, о том, сколько Трамп лгал. Но существует свобода слова в США, но есть еще вопрос. Почему Трампа заблокировали в Твиттере? СМИ часто врут, чтобы привлечь аудиторию для хайпа. Я не думаю, что здесь есть правильное мнение. So I think the question, first of all, Trump was heard. Trump's speeches were carried. Everything was carried while he was president. The reason he was blocked on Twitter, which I don't agree with, but the reason he was blocked on Twitter is because his lies about the election being stolen without any evidence of that, and a rally he held led to an attack on the Capitol of the United States on January 6th, in which people died, including police officers there. And that got people very frightened. I think that was a mistake to block him on Twitter, but that's the reason why they did that. When you say the media also often lie for the hype, I don't think that's really true. Most of the media in the United States, there certainly are exceptions, try pretty hard to be truthful and to correct themselves. Certainly the New York Times does, certainly the Washington Post does, ABC, NBC, CBS. I believe MSNBC corrects itself usually, CNN does usually. But obviously the media are in the business of I listen much too long. I should let you talk. I'm sorry. It's fine. То, что говорил президент, можно посмотреть, то есть есть доступ, это все показывалось на телеэкранах. И по поводу Твиттера, я не согласен с этим решением. Причина очень простая. Это то, что говорил Дональд Трамп о фальсификации выборов, что результаты выборов были неправомерны, и все его выступления привели к тому, что Капитолий подвергся атаке 6 января, и много людей погибло, полицейские погибли, и это напугало очень многих, и поэтому его аккаунт был заблокирован. По моему мнению, это была ошибка, но таким образом это решение можно объяснить. И по поводу хайпа, это не правда, конечно, за редким исключением так не происходит в американских СМИ, и американские СМИ стараются придерживаться какой-то правды, объективности. New York Times, Washington Post, такие компании, телевещатели, как ABC, CBN и многие другие, если они ошибаются, то они исправляются, признают свои ошибки. Thank you. My question is, what is the main goal of journalism then? Тогда мой вопрос, в чем основная цель журналистики тогда? That's another very good question. I think the main goal of journalism is to tell people what's going on, particularly with politics, and to help people understand what's going on. Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что основная цель журналистики – это рассказать людям о том, что происходит, и дать им понять, почему это происходит и как это происходит. I think that is best accomplished with honesty, with openness, and with a journalism system that allows as many possible voices
to speak freely. И мне кажется, что наилучший способ достичь этой цели – это быть честным, быть открытым и позволить многим высказать свободно свое мнение. And I'm gonna, how much time we got? Oh, I think I should just do this question last. Did you enjoy communicating with us? I very much enjoyed talking with you. And I've been to Rostov many, many times, and I love the city of Rostov and people there. And I hope to have opportunities to talk with you again. Thank you very much for inviting me. И я, пожалуй, отвечу на последний вопрос. Понравилось ли мне общаться с вами, выступать перед этой аудиторией? Да, я должен сказать, что мне очень понравилось. Я много раз был в Ростове, мне нравятся люди, которые живут в этом городе. Надеюсь, у нас еще будет возможность с вами встретиться и пообщаться. Спасибо за предоставленную возможность. Так, ну что, я думаю, что наше время подходит к концу. Наверное, мы поблагодарим профессора Стефенса за его лекцию и отпустим его. So it's time to say thank you to Professor Stevens, and we will let him go. Bye-bye. Bye-bye. До свидания. Bye. До свидания. До свидания. Bye-bye. Thank you very much. Thank you for having me. Так, ну что, коллеги, можно заканчивать, я так понимаю, собрание. Все. Да.